Здравствуйте, у меня гадание для самых загадочных людей зодиака, для самых загадочных героев зодиака, для всех, кто родился под знаком рыбы. 3 случайные, условно случайные карты. Я достану вам из 3 разных наборов Таро. Ну, конечно, условно случайные карты, потому что случайностей вообще не бывает. А к системе Таро слово «случайно» вообще трудно применять. Итак, 3 набора карт. Следование ангелам, золотое Таро и гигантские карты Таро Кроули. В середине видео для вас будет сюрприз, но вы настроитесь все-таки на гадание, задайте картам ваши вопросы, какую-то животрепещущую ситуацию вспомните, подумайте о том, что интересует именно вас. Таким образом вы гадание как бы притянете к себе, перетянете на себя, и оно перестанет быть общим, оно станет вашим личным. Спросили про работу, можно спрашивать, про деньги, про любовь, в конце концов. Итак, Таро ангелов выдают рыбам. 1 карта. Императрица. Отличная, щедрая, победительная, богатая, в первую очередь, карта. Дальше. Золотое Таро. Вы продолжаете спрашивать, да, про свою судьбу. Советы, предсказания, предостережения, ну и все, что карты пожелают нужным вам сказать. Картам виднее, что вам надо знать. Карта номер 2. Это уже совсем другое. Это 10 мечей кризисная. Так ее пока назовем, детали, подробности позже. Ну и, наконец, вот такие огромные карты, гигантские. Это колода Таро Кроули. Самые мистические, самые, наверное, роковые. Снова мечи, но на этот раз 4, запирающая, останавливающая. Конечно, я вам расскажу, что значит эти карты и по отдельности, и в таком наборе, да. Но прежде сказка. Если вы... Сказка на ночь называется. Вы можете смотреть, конечно, это видео в любое время, тогда, когда оно вам встретилось на просторах интернета, но по традиции все равно называю сказка на ночь. Итак, сказка называется для вас «Материнский совет». Фейза была всегда нервной и имела трудный характер. Она обижала любого, кто к ней обращался, и для всех создавала проблемы и трудности. Ее одноклассницы не хотели составлять ей компанию и очень ее сторонились. Большую часть времени та была одна в классе. И пока другие дети играли и были вместе, она думала, что они смеются над ней. Когда Фейза приближалась к детям, она понимала, что товарищи... Нет, она понимала, что она какая-то не такая, как другие, и снова отдалялась от них, обиженная и встревоженная. Ходила она в школу всегда с тяжелым сердцем, поэтому, и именно потому, что чувствовала свою изоляцию и чувствовала, что она отхвырлена от соученицы, да, отхвырлена, ну как выброшена, получается, от своих соучениц, да. И вот в один день Фейза набралась смелости и рассказала своей маме, что никто ее не любит и никто не ищет с ней приятельства. И мама замолчала на миг, а после сказала, суть сказки, мораль сказки, то, для чего мы ее читаем, после сказала: «Милая моя, никто не захочет с тобой сближаться, если ты не захочешь сближаться с ним». Нет другого повода, нет другой возможности снискать симпатии людей, как только не показать им симпатии свои вперед. Отношения между людьми – это постоянный двусторонний процесс отдавания и получания.
Вот поэтому в первую очередь будь щедра сама с своими одноклассницами. Ты не получишь любовь до тех пор, пока ты ее не отдашь. Вот парадокс в этом, да? Пожалуйста, запомни, что толерантность и любовь в 10 раз добрее и полезнее даже для тебя, чем злоба и зависть, допустим. Потому что эти два качества помогают жить в мире с собой и окружающими. Вот такая коротенькая, понятная очень даже сказка. И вот так. Не знаю, к месту или нет, но я надеюсь, что она вам тоже ответила на какой-то вопрос. Да? Мы же не просто так включили в наше видео именно эту сказку. Ну а теперь карты. Настроились, да? Во-первых, императрица вам выпадает. Эта карта действительно очень хорошая, которая говорит, в целом заверяет рыб, что у вас в жизни сейчас все хорошо. Карта изобилие эмоций описывает, изобилие денег, хороший дом, плодородие, плодовитость, успешный бизнес, умение делиться с другими, умение других понимать и, в общем, любовь. И еще эта карта имеет, вот интересно, точечное отношение, очень прямое к женскому статусу. И часто к смене женского статуса. То есть, что такое смена женского статуса? Это когда девушка была сама по себе, одинокая, холостая, вот как та Фейза, да, из сказки, а потом вдруг раз замуж вышла. Или, пускай обручилась, да, была просто девушка, умница, спортсменка, красавица, комсомолка, да, вот, а вдруг стала чья-то невеста, да, вот эта карта императрицы, она так работает. По ней девушка переходит в какой-то другое качество, в другой статус. Или девушка была бездетная, а потом родила ребеночка и стала мамой. Это тоже императрица работает, тоже какой-то качественный скачок в таком женском статусе. Поэтому карта в первую очередь привлекает внимание к вам, ваше собственное внимание к вам, к себе как к женщине. Это женские задачи, женские дела, женские планы. Как правило, женские планы, имея в виду, мы не подчеркиваем там какие-то гендерные различия, уж тем более не хотим кого-то дискриминировать и дискредитировать по признаку пола. Как правило, я лично женскими делами называю, безусловно, любовь, то есть это вот ваши сердечные тревоги, переживания и красота, мода, наколоть брови, покрасить волосы и женское здоровье. Вот это вот 3 составляющие, это то, что я называю женскими делами по карте императрицы. Поэтому в целом карты обращают ваше внимание на эти 3 вещи. Что вам надо сейчас знать, на чем нужно сконцентрироваться? Это на вопросах любви, семьи и брака, ваш женский статус, будущая беременность или текущая беременность, или мысли, планирование беременности, например, или планирование замужества, на этом сконцентрироваться. Второе – это заняться собой, это смена гардероба, какие-то омолаживающие процедуры, пластические операции, в общем, все что угодно. И третье – это женское здоровье в самом разном проявлении, возрастные проявления, какие-то периодические. Видите, это все равно все связано. 3 вещи я называю, они же все связаны, правда же? То есть смена женского статуса связана с женским здоровьем, красота. Как помните, Лопе де Вега, да? Но это, конечно, русский перевод. У женщины, как опыт учит нас, здоровье с красотою неразлучны, да? Вот, поэтому здоровье, красота, все это вот с точки зрения вот именно женских каких-то проявлений и так далее. Вот это ваша тема. И что мы дальше плюсуем здесь в карте императрица? К сожалению, а может быть и к счастью, мы пока не знаем, да, и все зависит от того, как к этому относиться. Здесь есть кризисная 10 мечей. 10 мечей действительно описывает некий конец, разделяющую полосу, некий водораздел. И, с одной стороны, прекращение чего-то, с другой, как понятно, всегда второе это происходит, да и в жизни. Это начало чего-то. Поэтому тревожное предсказание карт может быть в чем? В том, что вот ваши какие-то женские дела, женские затеи
проваливаются, прекращаются. То есть, не добравшись до результата, терпят крах и крушение. Про любовь, естественно. Тревожный набор для любви, то есть ваши мечты или ваша ставка, скорее, потому что императрица, она такая практичная, это же не карта звезда, она не говорит про, меньше говорит про мечты, она говорит уже более про такие воплощения реальные, очень близкие, да? То есть ваша, скорее, какая-то ставка, ваш очень четкий план на любовь, например, что жених сделает вам предложение, в ближайшие 3 дня, не состоится, провальная. Почему? А рядом, кстати, почему 4 мечей здесь выпадает? Карта разлук. Смотрите, какая она выразительная. Забор. То есть карты про любовь говорят, по объективным причинам свидание не состоится, отменится. Причем это будет внезапно, болезненно, но по каким-то очень понятным объективным причинам, как правило, из-за разлуки. Например, жених не вернется из дальней командировки, или вы не сможете приехать куда-то. Да? То есть карты описывают несостоявшееся сорванное свидание, несостоявшееся, может быть, в более глобальном смысле, несостоявшийся роман, на который вы тоже рассчитывали, например, с новым каким-то интернет-знакомым. И вроде бы причины уважительные и понятные, почему этого не происходит. Но все равно воспринимается в настоящий момент все очень кризисно и болезненно. И вы вскидываете руки, закатываете глаза и говорите, как так-то? Не должно было так быть. Он должен был позвонить, он должен был приехать, он должен был предложение сделать, кольцо подарить, в конце концов, и так далее. То есть самый драматический сценарий, мне кажется, такой. Второе. Карты могут описывать, предсказывать и тоже очень предостерегать от вмешательства в собственную внешность и имидж. То есть какая-то совершенно провальная операция может быть с собой, со своим, прям с собой, понимаете, и причем крупная, например, неудачная татуировка, да, неудачная пластическая операция, в конце концов, неудачная стрижка тоже может изолировать вас на 2 месяца дома и испортить на 2 месяца настроение, пока не отрастет. Плохо то, что, конечно, 10 мечей здесь, понимаете, 10 мечей, она все как-то углубляет, усложняет и драматизирует. То есть это не просто неудачная стрижка, а такая с последствиями, например. Это не просто неудачное вмешательство в собственный организм, но с далеко идущими последствиями. Поэтому, конечно, карта просит вашего такого внимания. Если мы абстрагируемся здесь именно от женских таких дел, любовно, модно, гигиенических, да, то императрица, конечно, говорит и про деньги, и про карьеру, но тоже с какой-то очень женской и очень эмоциональной стороны, с эмоциональной какой-то точки зрения. И тогда карты описывают вам, например, серьезную дистанцию от собственного бизнеса, нахождение на дистанции от собственных денег, например, заблокированный счет. Вы вроде бы и остаетесь императрицей, у вас есть активы, все, что вы захотите, но почему-то вы сейчас этим не можете пользоваться. Это где-то далеко отложено, лежит от вас. Поэтому карты в каком-то смысле торопят, советуют вам подстраховаться. Если вы еще успеете, то что-то взять, что-то перепрятать или что-то отменить нужно. В общем, срочно позаниматься деньгами, финансами, счетами, отчетами. Да, и так далее. Карьера. Карта может описывать и карьеру, да, безусловно. Какой-то провал с карьерой. Но пока непонятно, провал окончательный или это все-таки остановка. Потому что 10 мечей говорит так, похоже, что вам в этом месте, например, с новой работой отказали насовсем. Причем еще и как-то грубо, знаете, отказали так, что обтекать пришлось. А 4 мечей говорит, нет, постойте, по-моему, эти люди еще опомнятся, еще вас пригласят и призовут. То есть вполне возможно, что надо подождать. В этом разница между 10 и 4 мечей. Обе про остановку, но эта остановка насовсем и провал с грохотом,
Вот. А четверка мечей говорит, ну, если, наверное, подождать, если попытаться объективно этот провал себе объяснить, то вполне возможно, что этот забор, эта калиточка когда-то откроется, эти препятствия все падут, и все пойдет опять вперед, вперед. Поэтому вот такой вот набор, вот на таких вещах вам нужно сконцентрироваться. А сейчас обратить ваше внимание. В некоторых случаях вообще карта императрицы охватывает и весь спектр человеческих взаимоотношений эмоциональных. Она очень обращает внимание на вопросы щедрости, не дележа, не дележки, а именно на вопросы щедрости. И предсказание может звучать так: сейчас кто-то не будет с вами щедр. Очень сильно. Ну, мы вроде привыкли так, что вокруг не сильно щедрые люди, да? Но здесь чья-то не щедрость, чья-то не помощь, чья-то не поддержка очень болезненно бьет вам по самолюбию, по нервам, по кошельку, может быть, по карьере, по будущему. То есть здесь, знаете, как будто бы кто-то передумал временно вам покровительствовать. А может, не передумал, может, просто не дотягивается, например. Чьих-то сил не хватит, чьих-то ресурсов не хватит, чтобы вам помочь, как-то продвинуть вас, похлопотать за вас в семейных делах, любовных делах или на работе, где-то. В карьере в целом карты дают 3 совета. С одной стороны, есть императрица, то есть вам надо успокоиться. На самом деле, вот если смотреть глобально, во всех масштабно смотреть, то у вас все есть. Поэтому, собственно, для каких-то глубоких, обширных переживаний нет повода. То есть вы все равно, знаете, как императрица. Ну вот, даже если императрица лишится дворца и замка, да, если у нее разбежится вся свита, ну, по разным причинам, да, история такие случаи знала, она же все равно императрица, да, она остается императрицей. Никто у нее вот этого внутреннего знания, вот этой внутреннего достоинства, уверенности, внутренней ее душевной щедрости ее никто не отберет. И, как известно, французские королевы, я знаю одну вообще-то, ну, может быть, еще какие-то были. Французская королева во время Великой Французской революции всходила на эшафот, в рубище, всеми оставленной и нищей, но ее казнили все равно как королеву. Понимаете, я говорю про то, что есть некий центр такой густой, вокруг нас все жидкое, а внутри есть некий такой густой и очень и твердый, да, как ядро земли. Центр. И вот его нужно держаться. А потери и кризисы – это все временное, наносное. И если вы будете честны с собой и сможете, может, в каких-то случаях даже подождать, когда отступит гроза, то все наладится. Спасибо и увидимся.